Вывод российских войск. Вы не поверите, но оккупанты покидают страну под контролем украинских пограничников. Путин вышел с экстренным посланием к Вашингтону. Что предлагает Москва и чему из этого можно верить? Кремль атакует еще одну республику. Огромные деньги выделены на штурм. Кто станет новой жертвой агрессии и можно ли этого избежать? Восточный фланг под угрозой. Литва требует план «Б» уже этой осенью. Брюссель проверяет готовность, и две страны уже вычеркнуты из сценария войны. Эти и другие главные события утро вторника, 23 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российские войска выходят из страны. После учения оккупанты полностью покинули Беларусь и вернулись в РФ. Провокации у границы с Украиной не зафиксировали. Пограничники констатируют, все эпизоды проходили в глубине белорусской территории. Ни заходов, ни подкрадываний не было. Но расслабляться никто не собирается. Направление на Беларусь для Киева такой же приоритет, как граница с Россией и линия фронта. Пограничники, разведка и Минобороны держали и держат картинку в онлайне, чтобы сразу гасить любые попытки пощекотать нерви. Зараз по напрямку нашого кордону, як і раніше, ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу. Треба тільки розуміти, що Білорусь продовжує тримати невелику кількість своїх підрозділів по напрямку нашого кордону. Це така ситуація ще з 22-го року, коли такими діями Білорусь намагається продемонструвати, що начебто загроза йде з території України. Есть еще один важный штрих. Численность российских войск на нынешнем Запад-2025 оказалась незначительной по сравнению с прошлыми учениями. Проходили они на дальних полигонах и в восточных регионах, а на бумаге им придали оборонительный характер. Путин намекает на добродетель, но на своих условиях. Москва заявляет, после 5 февраля 2026 года Россия готова еще на год добровольно удерживать потолки по СНВ, договору о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, если США поступят зеркально и не тронут существующее соотношение потенциалов сдерживания. Дальше решение по обстановке. Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего, применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. СНВ – это договор о стратегических наступательных вооружениях, простыми словами, жесткие лимиты на ядерный кулак для двух стран. Он ограничивает, сколько развернутых носителей и боезарядов можно держать на дежурстве. Это межконтинентальные ракеты, подводные ракетоносцы, тяжелые бомбардировщики и уровень их заряда. И тут же предупреждение потолще бронеплиты. Кремль заявляет, что развертывание США оружия в космосе подорвет стратегическую стабильность. Перевод очевиден: милость строго условна. Шаг Вашингтона не туда, и добровольное самоограничение испарятся в один миг. Не для этого ли все это и делается, чтобы потом указать пальцем на Вашингтон? Как думаете вы? Пишите в комментариях свои мысли. Кремль идет на Кишинев. Тихо, грязно и по учебнику. Издание Bloomberg утверждает, Москва с весны координирует план вмешательства в выборы 28 сентября, чтобы сбить курс на ЕС и ударить по Майе Санду и ее партии «Действие и солидарность». Набор инструментов предсказуем и опасен. Завоз голосов из-за рубежа, уличные протесты, шквал дезинформации в Телеграм, ТикТок и Фейсбук, давление компроматом на чиновников. Отдельным пунктом идет привлечение молодежи из спортклубов и криминала для силовых провокаций в день голосования и после, чтобы либо требовать отставки Санду при проигрыше, либо дискредитировать результаты при победе. Цель цинично — создать видимость конкурентного процесса, который на деле должен размыть поддержку Санду. Молдавские власти бьются в ответ. Заблокированы 443 ТикТок-канала, изъято более 5 миллионов леев черной кассы, которая предназначена для партий, подкупов и взяток. Санду прямо говорит, Кремль хочет сделать Молдову рычагом давления на
на Украину и плацдармом для гибридных атак на ЕС. Европейские источники добавляют, на эти выборы могут пойти сопоставимые с прошлой кампанией деньги – до 1% ВВП, это около 150 миллионов евро. Аналогичные схемы уже видели в Грузии и Румынии. Ставка на 28 сентября простая. Если план сработает, Кишинев утянет в уличный хаос и поток фейков. Если нет, страна закрепит курс на ЕС. Вопрос только в том, выдержит ли Молдова удар по нервной системе выборов, когда против тебя играют деньгами, ботами и титушками. Польша будет сбивать все, что летит не так или не туда, куда нужно. Правда, только если это летит над Польшей. В так называемых серых ситуациях, как недавний пролет российских истребителей у платформы Петра-Балтик в Балтийском море, колебания еще приемлемы. Ну, то есть премьер-министр Польши сам дает Путину пространство для маневра. Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не до конца ясны, как, например, недавний пролет российских истребителей над платформой Петра-Балтик, но без нарушения границ, потому что это не наши территориальные воды, в таких случаях нужно подумать дважды, прежде чем предпринимать действия, которые могут вызвать острую фазу конфликта. И именно поэтому мы находимся здесь, прежде всего, в постоянном согласовании с нашими союзниками. Эстония заявила о нарушении ее воздушного пространства 3 российскими самолетами. НАТО видит тест на прочность в этом. Совбез ООН как раз собирается, чтобы обсудить инцидент. Москва, естественно, все отрицает и говорит о нагнетании напряженности. Польша тоже помнит, с чего все началось. В ночь на 10 сентября в ее небо залетели более 20 российских дронов. Плюс 2 истребителя подошли к зоне безопасности платформы Петра-Балтик. В Варшаве делают выводы и держат палец на пуске. А НАТО собирается на консультации. В то же время эксперты говорят, что дело действительно может дойти до прямого столкновения. Особенно союзники на северо-восточном фланге будут стремиться к выработке коллективных решений, возможно, согласованных действий Альянса, чтобы прояснить, в каких ситуациях может быть применен более жесткий ответ НАТО. Например, это может касаться сбития российских военных объектов, вторгающихся в воздушное пространство союзников, но также и подготовки к сценариям более серьезной агрессии со стороны России, к примеру, внезапного появления зеленых человечков на каких-нибудь островах в Финском заливе или в Балтийском море. Нетаньяху бьет по столу: никакого палестинского государства. Признание, по его словам, это награда терроризму после 7 октября 23-го. Он уверяет, что годами сдерживал создание Палестины вопреки давлению и обещает дать развернутый ответ после возвращения из Нью-Йорка. Палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. На протяжении многих лет я не допускал создания этого террористического государства, несмотря на колоссальное давление как внутри страны, так и за ее пределами. Мы делали это решительно и с дипломатической мудростью. Более того, мы удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии и будем продолжать идти к этому пути. А Европа тем временем раскалывается в прямом эфире. В воскресенье Британия, Канада, Австралия и Португалия признали Палестину. Во Франции и еще ряде столиц на понедельник приготовили такие же шаги. Париж вместе с Эр-Риядом собирает десятки лидеров под лозунг «Два государства», который касается Израиля и Палестины. Берлин же, наоборот, выбирает паузу. Он поддержит резолюцию ООН о двухгосударственном решении, но считает признание финишным этапом процесса, а не его стартом. Италия тоже не спешит. Вашингтон выступает резко против любых односторонних признаний союзниками. Для правительства Германии вопрос признания палестинской государственности на данный момент не стоит на повестке дня. Мы по-прежнему считаем, что такое признание – это один из последних шагов, а не первый, на пути к решению в формате двух государств. Идут в ход не только заявления, но и упреки. Профессор из Кёльна Клеменс Фишер говорит, что Германия упускает шанс, ведь можно было признать Палестину с жесткими условиями: немедленное освобождение заложников или отказ от агрессии против Израиля, или пересмотр риторики Хамас. На фоне умершего процесса, который начался в Осло в 1995-м, это звучит как попытка оживить коматозного пациента дефибриллятором, говорит профессор.
Без Орбана и Фицо на видеоконференцию соберутся 7 прифронтовых стран: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Приглашена Украина, а вот Венгрии и Словакии на старте нет. Брюссель проверяет, кто готов к реальному времени, у кого есть технологии, где пробелы, как быстро закрыть небо от дешевых раев БПЛА. Обсуждать будут стену дронов на восточной границе ЕС. Мы, безусловно, не исключаем дальнейших консультаций в потенциально более широком формате, но пока участие примут только эти 7 прифронтовых стран и, конечно, Украина. К тому же план «Б», который Литва требует задействовать для разблокирования начала переговоров с Украиной уже этой осенью, а оно, я напомню, было заблокировано именно Будапештом, подразумевает перевести расширение в неформальную фазу, закрепить позже формально и не потерять темп. Логика простая. Страна критерии выполняет, Будапешт манипулирует правом вето, значит, двигаемся без него. Вирусный позор из Нижневартовска, Россия. Мэр Дмитрий Кощенко приехал разбираться, почему в доме месяцами течет крыша, и выдал фразу, от которой у жильцов вскипела кровь. Ситуация такова, что на сегодня никто вам не скажет, почему на сегодня такая ситуация сложилась. То есть крышу заливает, мэр на месте, а ответов ноль. Проблема как стояла, так и стоит. Кто, наконец, назовет виновных и когда перестанет литься с потолка? Этого, скорее всего, никто вам не скажет. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.